Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня решила немножко похулиганить. Ну, не то, чтобы я что-то плохое буду делать, просто мне как-то весело так, и я решила с вами поделиться своим настроением. У меня скоро день рождения. Я вот вырезала силуэт. Это у меня будет лошадка опять. В прошлый раз я вышивала, в этот раз решила делать аппликацию. И аппликацию, ну, чтобы поменьше было возни, чтобы не обращать внимания на швы, не заворачивать, там ничего не подшивать, я решила делать из фетра. Потому что я так поняла, что вот фетр, вот этот, который в магазинах для рукоделия продают листами такими, он достаточно прочный, крепкий. Я несколько лет назад, кто меня давно смотрит, видели, я делала брелки для ключей из фетра разноцветные. И они у меня до сих пор, все с ними в порядке. Поэтому я решила, что сделаю из фетра. Нашла вот кусочек вот такого кружева на сетке. И буду украшать свою лошадку. В самую последнюю очередь я ей буду делать хвост и гриву. Сначала я решила, что я буду ее украшать вот другими подручными средствами. И я, кстати, у меня день рождения, я сказала, мне будет 56 лет. И я так, если раньше могла говорить, что мне 50 плюс, то сейчас я уже могу говорить, что 60 минус. Потому что уже перевалила за серединку этого десятка. И я подумала, что некоторые мои постоянные зрители захотят меня поздравить не только на словах, но и подарить какой-нибудь подарок. А как им подарить? Я решила, что я размещу номер своей карты на всех площадках, где я выставляю свои видео. И вы сможете какие-то суммы перечислить. Это, конечно, не обязательно, дело добровольное. А я потом посмотрю, сколько получилось денег, и на эту сумму куплю подарок. Даже если он будет недорогой, мне будет все равно очень приятно. И я буду знать, что это от моих любимых зрителей. И каждый раз, когда буду на него смотреть, на этот предмет или вещь, или что это, я не знаю, что это будет, я буду радоваться тому, что мне подарили подписчики. Мне одна женщина в комментарии написала, что вы все лошадок этих делаете, весь интернет сошел с ума с этими лошадками. Мы славяне, у нас вообще год волка какого-то там, не знаю, написала, может быть, какого, а может быть, просто волка. Но, во-первых, я славянка, но я не знаю этого древнеславянского календаря. А во-вторых, весь мир отмечает. Во-первых, настолько много китайцев уже стало, что весь мир отмечает их праздники. И следит за вот этими всеми переменами, гороскопами. Вот. Я не могу сказать, что я прям вот такой ярый поклонник гороскопов. Я их и не верю в них, и не слушаю, и не смотрю. Но, знаете, еще Пушкин писал, что к чему бесплодно спорить с веком, обычай деспот средь людей. Поэтому, все уже занимаются, шьют лошадок и вышивают, и игрушки делают, и все. Все отмечают этот день, то есть год лошади. И все знают, что это будет год лошади. Что я буду спорить с веком? Сделаю я волка, и что? Кто поймет-то вообще? Что это по славянскому календарю. Да я знать не знала, если честно, сама, что это будет год волка. Так, глаз сделала, решила теперь уздечку. Вообще мне так интересно было вот этим заниматься, так мне это развлекло, если честно. Прямо, забавно, придумывать это все. Но это творческий процесс, и когда он идет, то, конечно, все идет как по маслу, все очень быстро получается и интересно. Вышивать решила все-таки теперь и такими нитками. В принципе, можно было их использовать вместо обычных швейных для закрепления сеточки. Но уже проехали, как говорится. Но вы можете, если захотите повторить такое рукоделие, то можете сразу делать вот такими декоративными нитками. У меня дружок есть для моей лошадки. Я уже тоже не стала показывать весь процесс. Галстучек ему сейчас буду вышивать. Но мне захотелось сделать его. И я себе придумывала, что вот он ухажер, а она такая будет принцесса, а он такой вроде как жених, но вроде такой, знаете, как говорят, лихой и придурковатый. Он такой весь растрепанный у меня будет, весь такой, дурачок немножко, а она такая принцесса.
Я решила ему вот красный, ну, немножечко хотя бы яркого чего-то сделать, красный этот галстучек. Стебельчатым швом вышиваю. Я там очень неудобно, если честно, потому что не на пяльцах, и вот эта шея, она самое узкое место. Но ничего, справилась. Решила еще в уголках немножечко поярче сделать, чтобы более красный галстук был. И, кстати сказать, вот ноздри я ему черненькие, там видно, это обычными швейными нитками я сделала французские узелки. Дальше у меня новое рукоделие. Я буду вязать крючком, ну, обычные воздушные петли, одну в другую. И ножки буду делать ему из этих вот таких вот красивых цепочек. Последнюю петельку затягиваю, и вот остаток нитки вдеваю в иголку и буду пришивать прямо эту ногу. Я буду изнутри, у меня чередуется одна с той стороны, другая с этой стороны. Передние, задние, обе, каждая со своей стороны. И вместо копытца я ей бусинку. Аккуратненько завязываю узелок. Вообще мне так прикольно было этим заниматься, так интересно и весело. И я пока придумывала, как мне их украсить, этих лошадок, что мне им, какую одежку или не надо, или, ну короче, вот это все творчество было просто в удовольствие. Ну, а теперь, собственно, сама аппликация. Пристраиваю их так, чтобы он как бы оборачивался на нее, поглядывал, да, а она будет стоять просто. Ну, или они, может, идут, я не знаю. Вот, и на машинке прошью по краешку так, чтобы вот прям совсем 1 миллиметр от края. Я не зигзагом, я просто обычной прямой строчкой. Начинаю я со стороны, где попа, потому что там у нас еще будут хвостики, и там, где у нас закрепка, туда-сюда я на машинке строчу, это все будет не видно. Вот. Ножки вот эти вот которые изнутри, я ее так выставляю, как мне нужно. А вот эту верхнюю приподнимаю, чтобы не пристрачивать. И они так будут немножечко болтаться у него. Вообще прикольно. Мне очень нравится то, что получается. А ведь еще гривы и хвосты у них будут. И я просто продеваю нитку, никаких узелков не делаю, вот туда и обратно. Обрезаю и вот так вот узелком завязываю. Я думаю, что если не завязывать узелки, то они тоже будут держаться, но если дернуть, то вытянуть можно, ну, если сильно дернуть. Они там достаточно плотно сидят. Но стрижечку надо еще сделать. Вот. И в результате вот такие вот получаются как будто бы челочка, грива. У девочки я сделала из мулине, потому что их можно расчесать. Я просто щетку для этого взяла. И нашему красавцу-жеребцу я еще вот пришила пайеточки такие в виде сердечек. Мне показалось, что они сюда очень хорошо подходят. И вообще мне очень нравится вот эта картинка, которая получилась. Вот эти ножки, которые у него будут болтаться. Я планирую в следующем видео использовать эту аппликацию. Это будет видео следующее как раз на мой день рождения, 23 ноября. Если я успею снять что-то и сделать к следующему воскресенью, то в следующее воскресенье выложу. Если нет, то тогда уже только через 2 недели. Вот эти вот ушки у них, вот они такие все, грива, ушки, хвосты, все вот это дело такое объемное, никак не пришитое. Но мне, я говорю, прям вот с удовольствием делала эту поделку. И я надеюсь, что вы тоже порадовались вместе со мной, пока смотрели это видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Конечно же, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.